Здравствуйте! На канале выпуск новостей. С вами Дарья Островская. Коротко о главных событиях к этому часу. Новые промышленные зоны существенно повысят экономические показатели региона и создадут несколько тысяч новых рабочих мест. Фермерские хозяйства бьют тревогу. Погодные аномалии приводят к засухе. Гибнет урожай. Лаура – самый опасный ураган сезона. Смотрите прямое включение из эпицентра. Об этих и других новостях смотрите в нашем выпуске. Массированный ракетный удар был нанесен сегодня утром по предполагаемому военному аэродрому самопровозглашенной коалиции. Целью удара был комплекс радиотехнических систем обнаружения и ПВО, захваченных коалицией в ходе гражданской войны. Как сообщило информационное агентство со ссылкой на военный источник, в результате ракетного удара был нанесен материальный ущерб гражданским объектам. Сведений о пострадавших в результате атаки на данный момент нет. Наблюдатели отмечают, что это уже пятое нарушение режима прекращения огня за последние дни. Экономика звездной системы в хаосе после того, как часть игровых фракций поддержали вторжение в ключевой сектор. Вторжение перерезало основной торговый путь, вытеснив гражданских промышленников и перевозчиков. Около 90% всей торговли звездной системы проходила через потерянный ключевой сектор. Новая география стала огромной проблемой для игроков, решивших остаться жить в этой части галактики, и спровоцировала взрывной рост цен на ресурсы первой необходимости. Аналитики считают, что со временем игроки смогут адаптироваться к тяжелым условиям, и экономика системы будет развиваться так или иначе. Это событие в очередной раз показывает, что ни одна часть галактики не является безопасной. С выходом нового обновления игроки смогут размещать в городах промышленные зоны. Так, например, постройка нефтеперерабатывающего комплекса позволит существенно повысить экономические показатели региона, создаст несколько тысяч новых рабочих мест и обеспечит необходимым сырьем местные предприятия. Новый комплекс позволит наладить выпуск автомобильного и авиационного топлива, а также начать производство нефтяного кокса, который востребован в металлургической и строительной отраслях, и ранее только импортировался. Комплекс не только полностью обеспечит потребности местного рынка в нефтепродуктах, но и позволит экспортировать часть объемов продукции в другие регионы. Эксперты опубликовали результаты проведенного исследования виртуальной теневой экономики. Выводы неутешительны. Полученные незаконным путем игровые предметы широко продаются за реальные деньги. Используя различные баги и другие нелегальные способы получения предметов, некоторые игроки успешно ведут бизнес на открытых торговых площадках. Цена ликвидных лотов доходит до $200 США, а доход некоторых торговцев может достигать нескольких тысяч долларов в месяц. Разработчики уже задействовали программные ресурсы для искоренения подпольного рынка. Но пока читеры продолжают вести свою деятельность, развиваясь и усложняя систему получения и продажи предметов. На сегодняшний день единственным эффективным способом борьбы с теневой экономикой является повсеместное введение микротранзакций. Фермеры в этом сезоне собрали 1,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности 40 центнеров с гектара. В предыдущем сезоне было собрано 1,6 миллионов тонн. Сокращение урожая обусловлено недостаточным уровнем весенних осадков и летней засухой. Из-за этого не удалось достичь запланированных показателей по объемам производства пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника. Фермеры сделали все от них зависящее в сложившихся трудных условиях. Игроки смогли перераспределить воду, реализовать все намеченные агротехнические мероприятия, защитить посевы от сорняков, болезней и вредителей. Несмотря на засуху, это помогло получить хороший урожай, отметили разработчики игры. Эксперты назвали ураган Лаура, достигший накануне американского побережья Мексиканского залива, самым мощным и опасным ураганом текущего сезона. Они считают, что в связи с изменением климата стихийные бедствия подобного масштаба станут еще более частым явлением. Климатологи отмечают, что всего за сутки Лаура усилилась с 1 категории до 4. Столь стремительная трансформация, по их мнению, также связана с глобальным потеплением. Согласно исследованиям, в результате увеличения температуры воздуха на 2 градуса по Цельсию объем осадков, вызываемых ураганами в радиусе 100 километров, вырастает на 10-15%. Ученые считают, что доля ураганов 4 и 5 категории в общем количестве погодных катаклизмов будет расти, и это, скорее всего, связано с последствиями деятельности человека.
Однако в целом частота тропических циклонов, в том числе мощных ураганов, согласно смоделированным прогнозам, может несколько снизиться или останется на прежнем уровне. Разлившаяся из-за дождей река повредила линию электропередач, размыла дорогу и затруднила проезд в один из поселков. Автодорога, связывающая поселок с районным центром, ограниченно закрыта для проезда транспортных средств. В поселке проживают 20 человек. Спасатели делают все возможное, чтобы обеспечить жителей продуктами питания и медикаментами. Средств местного дорожно-строительного предприятия недостаточно для проведения ремонтно-восстановительных работ. В зону бедствия экстренно перебрасываются дополнительные силы, сказано в сообщении на сайте игры. Движение на шоссе, связывающем крупнейшие промышленные зоны, практически полностью парализовано. Пробка растянулась на десятки километров. Каждый вечер в час пик виртуальные дальнобойщики часами стоят в очередь на переправу, которая не справляется с потоком автомобилей. Некоторые водители пытаются объехать пробку по обочине и даже выезжают на встречную полосу, грубо нарушая правила дорожного движения, что приводит к частым ДТП и только усугубляет ситуацию. Прямое включение с места событий. Ребята, прикиньте, обратно ехать. Да обратно-то, смотри, вон пустая дорога. Андрюх, так она на той стороне. Мы не поедем сюда. Это капец. Вроде тут дальше идет, Юра. Вроде что-то идет. Там некоторые вообще вон по зеленке едут. Просто в наглую по зеленке. Да вон, я сейчас наблюдаю, чувак по бокальбине ехать. Виртуальная серия Гран-при, завершившаяся в минувшие выходные, набрала рекордные 30 миллионов просмотров на телевидении и цифровых площадках. Серия возникла в условиях карантина. Болельщики смогли наблюдать, как их любимые гонщики сражаются на виртуальных трассах. Помимо профессиональных гонщиков, в серии участвовали и знаменитые футболисты, и лидеры музыкальных чартов. По условиям серии гонки проходили с выключенной системой повреждений, одинаковыми настройками всех болидов, а также пилотам была доступна функция отображения оптимальной траектории прохождения поворотов. И это были все основные новости к этому часу. На этом наш выпуск завершен.